Добрый день, уважаемые зрители. Начинаем прохождение своеобразной демки 5-го Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. В скором времени на 4-ю PlayStation выйдет полная версия. Вроде как планируется выход на 1 сентября 2015 года. И более того, планируется вместе с игрой выпустить ограниченную версию, так называемый Limited Edition PlayStation 4. Очень классная расцветка. Кому интересно, в интернете посмотрите. Одна половина черного цвета, вторая верхняя половина PlayStation будет выполнена в бордовом цвете. И сам джойстик также будет цвет оригинальный у джойстика. В общем, бандл, мне кажется, обалденный. Еще раз повторюсь, мировой релиз планируется на 1 сентября 2015 года. Не знаю, появится ли он у нас на Украине и сколько он будет стоить, тоже интересно. Ну, я, скорее всего, не дождусь этого бандла, а все-таки куплю уже, наверное, летом, где-то ближе в июле-августе месяце 4-ю PlayStation. И 5-й Metal Gear, надеюсь, уже буду проходить именно на ней. Да, я сомневаюсь, что на 3-ю выпустят. Да, в принципе, игры нового поколения, игры Next Gen на прошлом поколении играть абсолютно неинтересно, потому что разработчики уже не ломают себе голову и не стараются оптимизировать игру под старое поколение. Ну, примером даже может служить Alien Isolation. Если кто-то видел эту игру, играл в нее. На 4-й PlayStation, на ПК она выглядит изумительно. На 3-й PlayStation, честно говоря, играть порой просто невозможно. Ну, понятное дело, что, конечно, уже консоль устаревает, как-никак все-таки. Поколение уже PlayStation 3, оно уже на закате. Ну, тем не менее, посмотрим. Посмотрим, куда выпустят 5-й Metal Gear, на какие консоли. И там уже определимся. Вот начальный экран, начало игры, предыстория, аудиокассеты, руководство, настройки. Посмотрим настройки, какие есть. Выбрать тип управления. Ну, пусть такое остается. Настройки управления, автоприцеливание. Пусть будет full. Направление прицела, вибрация. Хорошо, пусть так будет. Настройки камеры. Ну, камеру я трогать не буду, однозначно. Показать настройки. Какие настройки? Ну это общие настройки. Настройки игры. Режим рефлексов. Яркость пусть будет. Да, в общем, пусть будет по умолчанию. Пятерка, нормально. Громкость пользовательского саундтрека, то есть это что получается? Можно загружать свою музыку. Пусть будет 100. Бог с ним. Так, ну посмотрим, конечно, предысторию. Интересно все-таки, о чем будет идти речь. Для нас победы не существует. Снейк. Жил на свете человек, который был легендой среди наемников. Человек, который задолго до появления частных военных компаний собрал грозный отряд солдат удачи, которые осмелились назвать себя нацией. Возглавив свою нацию, этот человек бросил вызов современному капиталистическому обществу и всему миру. Вот его история. Мы не наемники, мы не иностранный легион. МСФ – это бизнес, новый вид бизнеса. Миллер. Он был известен под кодовыми именами Snake, а позже Большой Босс, и зарекомендовал себя как агент американского спецподразделения Fox. Однако, после одного случая его дороги с военными разошлись, и он, по слухам, скитался по горячим точкам всего мира как наемник. В 1974 году Снейк и его партнер
Казугиро Миллер держали небольшой магазинчик военного снаряжения в Колумбии. Именно тогда их посетил человек, который назвался профессором университета мира из Коста-Рики. По его словам, в Коста-Рике, в стране, где отсутствует собственная армия, произошло несколько инцидентов с участием таинственного вооруженного отряда. Профессора сопровождала одна из его студенток, девушка по имени Паз, на которую этот отряд напал и похитил. Профессор и Паз хотели нанять Снейка, чтобы выгнать эту группу из Коста-Рики, однако Снейк сразу раскусил их обман. Да, читать придется довольно-таки много. Мое имя означает мир, и я сделаю все, чтобы защитить значение моего имени – Паз. На самом деле, профессор был агентом КГБ, а вооруженная группа, о которой он говорил, представляла ЦРУ. На холодной войне часто случались тайные стычки между ЦРУ и КГБ на территории какого-нибудь третьего государства, однако мотивы ЦРУ в данном случае оставались загадкой. Паз сбежала с одной из тайных баз группы ЦРУ с аудиокассетой. На ней был записан голос женщины, известной как мать сил специального назначения. Ее называли «Босс». Поскольку на фоне играла популярная песня 1973 года, можно было заключить, что запись сделана недавно. Снейк был поражен. Считалось, что Босс давно мертва. Что она делала в Коста-Рике? Я сделаю это для девочки. Для Паз. Снейк. Босс была наставником Снейка, а также единственной женщиной в его жизни, которую он любил. Но 10 лет назад Снейка заставили убить Босса. Это было частью его задания, и горькие воспоминания по-прежнему тревожили его душу. Несмотря на то, что она просто не могла выжить, Снейк не смог отклонить предложение профессора. Успокаивая себя тем, что он вмешивается в роли сдерживающего фактора для помощи беззащитной стране, а также чтобы почтить имя Паз, означающее мир, Снейк отправляется в Коста-Рику. Оказавшись там, он сталкивается с отрядом Сандинистского фронта национального освобождения, который спасся бегством из Никарагуа. Подняв восстание против проамериканского режима Сомосы, повстанцы стали целью для группы ЦРУ, бойцы которой убили их команданте, приведя отряд в состояние хаоса. Все обращаются со мной как с ребенком, я так больше не могу. Чико. Снейк спас сандинистов и пригласил их на свою главную базу, новую морскую базу для операции, которую для них организовал КГБ. Детям убитого команданта, Аманды и Чика Снейк чем-то напоминал Че Гевару, поэтому они его боготворили. Благодаря этому силы Снейка быстро выросли в числе. Тем не менее, он не приблизился к разгадке того, чем же ЦРУ на самом деле занимались в Коста-Рике. Я верю в поддержание мира средствами ядерного оружия, средствами ядерного сдерживания. Хьюи. Затем Снейк познакомился с Хьюи, ученым, прикованному к инвалидному креслу, которого заставляли работать на ЦРУ. Хьюи и рассказал об ужасном плане ЦРУ. Они разрабатывали систему, в которой искусственный интеллект после радарного обнаружения запуска вражеских ядерных ракет проанализирует все доступные данные и автоматически выполнит ответный ядерный удар по намеченным целям. Хотя первоначально данная система разрабатывалась для усиления ядерного сдерживания, Колдман, начальник резидентуры ЦРУ в Центральной Америке, планировал запустить ядерную ракету для демонстрации эффективности автоматического ответного удара. До этой демонстрации оставалось всего 5 дней. Снейк в спешном порядке отправился в лабораторию, где разрабатывалась система, чтобы не дать закончить систему ИИ. Вы все оставили позади. Свою страну, личность, прошлое и идеалы. Но есть еще одна вещь, с которой вы не расстались. Миллер. Когда Снейк проник в лабораторию, его приветствовал записанный на пленку голос его наставника. Однако на самом деле это был голос ИИ системы ответного удара. Его разработчик, доктор Стрейнджлав, выбрал босса, которую называли величайшим солдатом всех времен в качестве образца для моделирования ИИ. Однако, пожираемый собственной страстью, он отклонился от исходной цели исследования и не только воссоздал голос босса, но и практически возродил ее душу в форме искусственного интеллекта. Что если босса и вправду удалось полностью возродить, хоть и в форме ИИ? Снейк колебался, поскольку идея Стрейнджлава задела в нем чувство утраты.
Как только Снейк потерял бдительность, его тут же захватили в плен, и босса был завершен. И Свет увидел боевой, шагающий танк с ядерным вооружением Peace Walker. Я создан для боя. Я пушка. Снейк. Все усилия Снейка прошли даром, поскольку Peace Walker был готов к запуску ядерной ракеты. И в этот страшный момент, когда все человечество стояло на пороге ядерной катастрофы, его спасла сама эта машина. И босса затопил Peace Walker на дне озера Никарагуа, остановив запуск. Когда кризис миновал, Снейк использовал недавнюю мобилизацию, чтобы и дальше продолжать расширение главной базы. Снейк понимал, что ИИ спас мир, но это не поменяло того факта, что эта система, основанная на разуме босса, в конце концов приняла решение сложить оружие. Поскольку Снейк сам был оружием, для него это было все равно, что лишиться смысла жизни. Несмотря на это, Снейк и Миллер пригласили доктора Хьюи и Стрэнджлава на главную базу для разработки Metal Gear ZEKE, двуногого оружия, на которое предполагалось установить ядерную боеголовку, таким образом сделав их группу ядерной державой. Это место больше не мой рай, Паз. Одновременно с этим на главную базу взяли Паз, уже бывшую сиротой, которую по окончании кризиса бросил еще и ее покровитель из КГБ. Однако все это было подстроено разведывательной службой, известной как Шифр. По приказу Шифра Паз сблизилась с Амандой, Чика и другими, узнавая все больше о базе и вынашивая тайный план угнать ZEKE. Ее заданием было использовать это оружие в качестве козыря, чтобы заставить Снейка стать военной силой Шифра. Однако планы Паз провалились, когда Снейк смог победить ZEKE, а ее бросили в воды Карибского моря. Снейк лишь потом узнал, что Чика влюбилась в нее. Снейк лишь потом узнал, что Чика влюбился в нее. Ну, тут какая-то ошибка. Чика влюбился в нее. Ее дневник... Чика влюбился в Паз. Ее дневник обнаружили на базе лишь несколько дней спустя. Только тогда стало известно, что девочка буквально разрывалась между необходимостью служить Шифру и слушаться своего сердца. Это Чика. Шифр держит меня на военной базе США на Кубе. Чика. Вероятно, из-за того, что Шифр узнал от Паз о том, что у Снейка есть ядерное оружие, МАГАТЭ связалась с главной базой с запросом на ядерную инспекцию. Если бы кому-либо стало известно о том, что отряд Снейка имеет ядерное оружие, его бы подверг жесткой критике весь мир. Но Хьюи уведомил МАГАТЭ о том, что главная база готова принять инспекцию. Он мотивировал это тем, что если они спрячут от инспекторов ZEKE и его ядерный заряд, они смогут показать международному сообществу, что не представляют угрозы. Так как возможности отозвать инспекцию уже не было, Снейк и его люди неохотно начали к ней готовиться. Тем временем Аманда, которая прибыла на Кубу, узнала, что Паз выжила. Подозревая ее в предательстве организации, Шифр захватил Паз и начал ее допрашивать на военной базе США на южном берегу Кубы. Чика узнал об этом и вознамерился освободить Паз самостоятельно. Вскоре после этого на главной базе получили радиосообщение от Чика, в котором он говорил, что его тоже схватили в плен. Да, сейчас мне больно, но скоро это пройдет. Паз. Подозревая, кем в действительности является Шифр, Снейк не мог допустить, чтобы сведения, известные Чика и Паз, попали в руки этого человека. Более того, при спасении Паз он мог рассчитывать получить от нее информацию, которая бы позволила ему дать Шифру отпор. И накануне ядерной инспекции Снейк решил отправиться на Кубу. То есть это мы сейчас, наверное, отправляемся на Кубу. Аудиокассеты. Окман. А что? Полученные записи. This is a one-man infiltration mission, boss. Equipment is the bare essentials. Anything else will be OSP. The target location is a prison camp on a U.S. military base. Those Marines have the place locked down tight. Your only backup will be one extraction chopper. We can't send anything else. You won't need to. Again, this is infiltration, a sneaking mission.
Your #1 priority is remaining undetected. Use discretion before engaging any guards you encounter. Be mindful of their sensory perceptions: sight, sound, smell, and pain. Fortunately, these atmospheric conditions will continue until dawn. That should provide you with some cover. At least the weather's on my side. Так, это у нас здесь записан брифинг, сведения и разведданные по миссии. Ну, давайте все уже прослушаем. Your mission objective is to rescue Chico and Paz. According to Chico, they're both being held at an old prison facility. Recon from the intel unit supports this, so it's safe to assume that's where they are. Once you've gotten them to the RV, call in the extraction chopper. I'll monitor the situation and offer guidance from here, but you'll be the one in the field. How you handle this mission is entirely up to you, boss. Snake, yesterday we received official communication from the IAEA. It says, it has come to our attention that your organization recently purchased nuclear fuel from Uzbekistan authorities. We request permission to inspect your facilities. What a load of bullshit. Yeah, they're after Metal Gear Zeke's nuclear warhead. I'm betting this is payback from Cypher after Paz's leak. Using the UN. There's no telling how much influence they have. But the IAEA can only do inspections in countries that are party to the NPT. And we're not a country. Exactly. We haven't signed a safeguards agreement with the IAEA over peaceful nuclear use, and we're not obligated to report any nuclear material we have, nor information about any nuclear facilities. The IAEA has no authority to inspect us. But despite all that... That nuke's our last line of defense. We don't want to announce we have it until the world is preparing to wipe us off the map. Until then, we let everyone think we're just a private army with conventional firepower. What's Huey's take? That the problem's how to hide the nuke in Metal Gear. But I gotta tell you, he was all for it. I see. But there's no way we can have the IAEA poking around here. So what do? Ignore them? Send them an official letter of refusal. Say that we're a private organization and we've done nothing to attract this suspicion. You got it. We finished Zeke's waterproofing reinforcement yesterday. The day after tomorrow, we'll be done installing the main depth control tank, the compressed air tank, and the attitude control propeller pod. Huey. If the underwater test goes well, next week we'll try the 300-foot seabed depth. Drop the act, Huey. How did we end up agreeing to the nuclear inspection? Because after you sent that letter, I told them. After careful reconsideration, we agree to your request. And frankly, we should be inspected. This is our chance. If they come and go without discovering the nuke, we can tell the world we're clean. Of course, it's risky, and we'll have to make sure everything's perfect, but it'll be worth it. Huey, can they do an inspection without going through the Board of Governors? We contacted the IAEA's admin branch, and they said there's no record of us being brought up at any of the board's meetings. I'd say probably a preliminary inspection to determine whether we should be referred to the board. So it's bound to be a small inspection team, and they won't be here that long. Don't worry, leave everything to me. Has the media gotten wind of this? Yeah, 2 major Western networks want to do stories on us. I planned on saying yes. What? You want to broadcast this place to the world? That's why I agreed to the inspection. This is a golden opportunity. We can use the media to prove to the world we don't have a nuke. Besides, even if we said no, it would just be delaying the inevitable. Kaz, our hands are tied now. Start getting the place ready. Thanks, boss. Don't get the wrong idea. You've set it up so that any more changes of heart will arouse suspicion, that's all. Zeke stays, but we'll have to move all other AFVs to shore. Any potential troublemakers can go with them for some mandatory R&R. Sound good, boss? Just do it. About the inspection, what do we tell the men? The truth. What else? The one thing we don't need to worry about is anyone here spilling the beans about Zeke. Good point. What about the Sandinistas? There's still quite a few of them left on the base. I hate to say it, but it won't look good having Soviet bloc personnel here. The problem is, moving a group that size in a hurry would look even worse.
At least Amanda's on assignment in Cuba. They'd recognize her. She should stay put for now. All civilians save Huey will have to return to their countries. Even your Parisian. Of course, we'll get her whatever paper she needs. Dr. Strangelove's departure came at a perfect time. The less Zeke-related staff here, the better. Wait, she left? That's right. You were away on a mission. She left last week. There's nothing cooking in AI weapons research, and Zeke is complete. There was really no reason for her to hang around. I'm surprised Huey let her go that easy. Yeah, his crush on Strangelove was never much of a secret, huh? He followed her everywhere while Zeke was in development. Boy, would she get pissed. But he does have a lot on his mind right now. I've got bigger issues to deal with. That's what he said. That's the spirit, Huey. Ten days ago, we got reports that Paz was still alive. She survived. She was rescued by Belizean fishermen who found her drifting in the Caribbean. So what's the plan? Silence her before we're compromised? No. I've got something else in mind. Our friends at Cypher suspect Paz could be a double agent. She's being held for interrogation at a camp on the southern tip of Cuba. Black site. Nice. A slice of American pie on communist soil, and out of U.S. legal jurisdiction. The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing's too perfect. The UN's nuclear inspection. My guess is they're trying to corroborate Paz's leak. We're an army without a nation. Word of our capabilities gets out, and we'll have the whole world out to shut us down. Having an American private intelligence agency involved's bad news. Cypher's the ones who sent Paz to us in the first place. She knows their true nature. Right. Paz is our only link to Cypher. If she's still alive, we need her on our side. If not us, who else is gonna rescue that bitch? When do we do it? The inspection comes first. They'll deal with us afterwards. Do the men know? Word has started to spread. The information came from Cuba through Amanda. One of the base personnel used to belong to El Frente. I'll tell everyone we don't concern ourselves with the survival of enemy spies. We need them focused on the inspection. And if we get her back here and she isn't cooperative, there's still plenty of room for her in the ocean. Works for me. What about Chico? He had a chance to stop Paz from hijacking Zeke and he blew it. He's carried that guilt ever since. Kid really did care about her. Chico, it's hard to say how he'll react. Have Amanda call him out to Cuba. He shouldn't be here right now. Good idea. They haven't seen each other in a while. Little time with Big Sis and he'll forget all about you-know-who. What? Still no sign of Chico? What's going on? It's Amanda in Cuba. Our resupply package arrived, but Chico wasn't with it. Relax, Amanda. I'm sure he's just exploring Havana or something. First time in the big city. Could have gotten carried away. Cos, wait. The boat Chico was on, did it stop anywhere before it got to Havana? Yeah, it had to refuel at Santiago de Cuba. You don't think... Oh, shit. You gotta be kidding me. He does this now? It's 60 miles from Santiago to the prison camp. Chico used to cross the mountains with the older Sandinistas like it was nothing. He'll make that in 3 days. Still, even if he does find his way there... You know how reckless he can be. Chico thinks we've abandoned Paz. That's why he's doing this. We'll start by having the intel detachment in Cuba look for him. We can't let him be captured. Some cages to the east of a big building. East an old grassy facility. That's where we are. Help me, Snake. It's a setup. We have no choice. Yeah, if Chico talks, he could blow the new cover up. We can't hold off until the inspection's over. When can we be ready? It'll take at least 16 hours to confirm the flight path and prep a bird. The intel unit has started reconning the area. Sounds like I'll have to miss the inspection. Boss, we'll just have to send someone else to get them out. No. I'll go. Yeah, Chico and Paz would only take orders from you anyway. We can't go taking on those Marines at the base head on. It's gotta be off the radar, and it's gotta be you. Hold down the fort, Cos. Snake, you can forget about civil liberties where you're headed.
God only knows what they'd do to you if you got caught. Do not let that happen. The Cubans leased the land to the U.S. as a gesture for helping them gain independence from Spain. The deal remains in effect until both countries agree to dissolve it, or the U.S. abandons the land. That's why America still operates the base even after La Revolucion. Problem is, it's leased land. Meaning it isn't American soil, so the U.S. Constitution doesn't apply there. That allows them to withhold its civil rights protections. Yeah, that's Uncle Sam's excuse. The area was originally only for detaining refugees from countries like Cuba and Haiti. But a few years ago, the CIA and its like started using it as a black site. Enemies of the state are renditioned there and subjected to extreme forms of interrogation. You can bet Cypher had a hand in that. As you'd expect, American and other Western human rights organizations aren't allowed anywhere near the place. What happens there disappears down the memory hole. Who knows what they're doing to Chico and Paz? I'd like to interrogate her ourselves. But if worst comes to worst, make sure she's dead. Chico, on the other hand, we have to bring back. Fast. He knows too much about us. Cos? The area is surrounded by mines placed by both the U.S. and Cuba, making escape on foot impossible. You're heading into the Lion's Den, Snake. Don't take this one lightly. Come back in one piece. Yeah.